Дорогие дамы и господа, меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк и подписка. Обратим внимание, что сегодня у нас будут важные макроэкономические данные по индексу инфляции в Европе. Предположительно, что он будет снижаться, достигнет уровня 3,1%. Предыдущий раз было 4,3%. По среде мы видим, что у нас будет non-farm, количество открытых вакансий, ну и, наверное, самое важное будет это процентная ставка доллара. Мы узнаем уже завтра. Предположительно, что она будет 5,5, 98,2%. И есть небольшая вероятность, что ее будут снижать. Об этом точно мы узнаем завтра. Ну и вечером еще будет Федрезерв выступать через полчаса после выхода этих данных со своей риторикой касательно дальнейшей денежно-кредитной политики. Так, ну и давайте начнем по теханализу касательно золота. Золото вроде бы остановило свой рост, начинает какое-то коррекционное движение. Видим коридорчик в районе 2010 пунктов, 1990 пунктов. Пока что в этом коридорчике актив будет, скорее всего, снижаться. По нефти так и ожидаю дальнейшее снижение в диапазон 84 пункта, возможно даже 81,65. Индекс доллара. Завтра мы еще узнаем его силу, пока предположительно снижение в сторону 105,5, вообще цель 104,4, это первая цель. По результатам этой цели уже будем смотреть, достигнем ли мы следующей цели. Но в целом по индексу доллара, это то, что я ожидаю в целом по индексу доллара. S&P, видим хороший откат, хорошая реакция после уровня 4120 пунктов. Видим, что здесь был предыдущая поддержка. Возможно, еще какой-то ретест 4200. Ну и в целом ожидаю увидеть 450 по S&P. NASDAQ тоже такой же откат, ожидаю увидеть 14500, какую-то коррекцию, какой-то ретест, какую-то реакцию и снижение 13800, 13700. Капитализация криптовалютного рынка после ретеста вот этого вот блока продавца в диапазоне 1.24-1.26 ожидаю уже коррекционное движение в сторону 1,2 триллиона долларов. По альткоинам тоже ожидаю снижения в диапазон 342 миллиарда долларов. Если покупатели удержат этот уровень, то тогда уже в дальнейшем продолжение восходящего движения. USDT. Еще пока ожидаю снижения в диапазон 6,5, 6,4, возможно здесь будет 6,36, только после этого набор какой-то силы и начинается какое-то восходящее движение, что снизит стоимость криптовалютного рынка. Доминация биткоина по-прежнему ожидаю снижения, ближайшая цель 53, 52,8%. Биткоин-доллар, пока ожидаю перехай по-прежнему, 35 300, 36 тысяч долларов. Снять ликвидность за этими хаями и после этого уже начинать какое-то коррекционное движение. Первая цель будет 32 тысячи долларов. 31 тысяча долларов будет под вопросом. Посмотрим, как будет действовать покупатель в районе 32 тысяч долларов. Эфир также по-прежнему ожидаю перехай 18.80, касание этого блока. Снять ликвидность за этими уровнями, после этого уже коррекцию в диапазон 17.42, 17.05, вот в этот диапазон ожидаю. На этом буду заканчивать наш обзор. Если какие-то вопросы будут, пишите к нам в канал, задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим. Всем желаю большого профита, попутного тренда, всем пока.